Всем большой привет, с вами Глеб Орел, олимпиадный репетитор по физике, а также основатель онлайн-школы Tesla по подготовке к ЕГЭ и олимпиадам. И в этом видеоролике мы с вами решим задачу, которая на вид обычная статика, которую дают там в 9 классе на ОГЭ или в 11 классе на ЕГЭ, где тебе требуется просто взять и расписать силы, написать первый слой равновесия, где сумма сил равна нулю, и второй слой равновесия правила моментов. Расписываешь и готово. Но здесь нет. Так не получится. И именно этим она и сломила девятиклассников на финале России в 2019 году. Ну что, приступим-то к решению нашей задачи. Вы чувствуете? Я, кажется, чувствую очень приятный запах. Это... Тосты готовы. Вы чувствуете? Я, кажется, чувствую очень приятный запах. Это твоего желания заботать механику, чтобы решать любую олимпиадную задачу в любой сложности. И я могу тебе помочь. Я этим летом буду проводить свою супер олимпиадную смену Ньютон по олимпиадной механике, где мы с тобой изучим всевозможные фишки и методы решения задач, а также изучим с нуля всю необходимую теорию, чтобы тащить всевозможные задачи любых олимпиад. Так что присоединяйся, ссылочка будет в описании. Ну и заодно, если у тебя по ЕГЭ так по ЕГЭ, и олимпиада уже в прошлом, или ты хочешь подтвердить свой диплом победителя, то у меня для тебя новость. Я буду проводить свой супер интенсив к ЕГЭ по физике. Ссылочка будет в описании. Там будет 12 мощных вебинаров по решению развернутой части. И к этому будут добавлены видеоролики с теорией и тестовой частью. Так что это круто. Ссылочка в описании. Прочтем условия нашей задачи. На рисунке изображена упрощенная модель лестницы-стремянки, состоящей из соединенных шарнирно легкой опоры и массивной части. Вот наша массивная часть. Наклоненных под углами бета равная 20 градусов и гамма, причем такой, что тангенс гамма будет выражен как 2 тангенса бета. Масса лестницы М 20 кг. Ну, как вы понимаете, так как здесь у нас вся массивная часть распределяется, значит М это будет масса вот этой части. Окей. Определите, с какой силой взаимодействуют между собой части лестницы. То есть вот здесь вот их силы взаимодействия. Трения в шарнире нет. Коэффициент трения между полом и касающимися его частями стремянки одинаков. То есть здесь и здесь коэффициент трения будет одинаков. При каком минимальном значении коэффициента трения μ части лестницы не будут разъезжаться. Ускорение свободного падения G выбрать как 10 метров в секунду в квадрате. Задача прикольная. Давайте ее решим. Ну и тогда первоначально давайте мы с вами попробуем записать силы, которые будут действовать на нашу систему. Так, ну, чтобы записывать силы, давайте я буду использовать разные наши маркеры. И тогда давайте я буду писать зеленым цветом. Это те силы, которые будут являться внешними для всей этой системы. А красным маркером я буду записывать те силы, которые будут являться внутренними для этой системы. То есть внутренняя сила взаимодействия между легкой опорой и нашей тяжелой опорой. Так, ну давайте изначально запишем тогда силы, действующие на нашу системку. Это какие будут силы? Понятное дело, это будет сила тяжести МЖ большое, действующая на нашу массивную часть. Причем эта сила тяжести, она будет приложена к центру данной массивной части. Почему? Потому что данная массивная часть является однородной. То есть эта опора у нас однородная, а значит центр тяжести будет совпадать как раз с геометрическим центром нашей массивной части. Угу. Потом, конечно, еще какая у нас будет воздействовать сила. Конечно, давайте здесь мы с вами укажем силу N2 вектор, то есть здесь у нас будет располагаться нормальная составляющая силы реакции опоры. Ну и вместе с этим, как вы понимаете, наша опора, вот эта массивная, она хочет все-таки сдвигаться в этом направлении, то есть вот так вот поворачиваться. А значит тогда вот этот кусочек хочет двигаться в этом направлении, то есть вправо. Но раз этот кусочек хочет двигаться в направлении вправо, значит тогда сила трения, действующая на эту часть, у нас должна смотреть влево. То есть против возможного проскальзывания должна она смотреть. Давайте ее укажем как сила трения 2, F2 вектор. Так, теперь же, если мы с вами рассматриваем всю эту систему вместе, на внутренние силы мы тогда с вами забиваем, у нас остается еще вот здесь вот сила. Сила, действующая на легкую опору в соприкосновении с этим полом. Ну, понятное дело, у нас будет действовать нормальная составляющая силы реакции опоры. Это будет N1 вектор. N1 вектор. При этом, конечно, еще будет действовать сила трения F2 вектор, который будет направлен в этом направлении. Вот наша будет сила трения F1. F1 вектор. Потому что если они захотят
раздвигаться, то есть если у нас здесь резко возникнет гладкий пол, то тогда, как вы понимаете, у нас раздвижение произойдет в этом направлении, то есть вот эта палочка захочет двигаться сюда. Значит, возможно, скорость проскальзывания будет направлена в этом направлении, то есть сюда. Значит, сила трения против возможной относительной скорости будет направлена вот сюда. Окей, это мы с вами тогда зафиксировали, и первоначально, так как у нас все в равновесии, то есть так как у нас все неподвижно, все в покое, то давайте мы с вами запишем первый слой равновесия для всей этой системы. А после этого мы уже будем пробовать, может быть, работать с отдельной этой легкой опорой и указывать вот эту внутреннюю силу. Взаимодействие между легкой опорой и массивной частью. Но об этом нужно будет чуть-чуть позже некоторые вещи тогда сказать. Ну, поехали. Так, тогда давайте запишем первый пунктик и запишем первый слой равновесия для всей этой системы. Так, первый слой равновесия. Первое условие равновесия. Равновесия. Для всей системы можно также как-нибудь обозначить, как... Давайте попробуем так. Вот, во-первых, напишем для системы. Вот здесь вот можно будет как-нибудь это обозначить. А вот давайте так обозначим тык и вот так вот тык. Что у нас будет гласить первый слой равновесия? Что сумма всех сил, действующих на всю нашу систему, эта вся сумма будет равна нулю. Значит, я тогда записываю, что сила n1 вектор плюс сила n2 вектор плюс также наши силы трения, то есть F1 вектор, вместе с этим плюс сила трения F2 вектор, F2 вектор. Ну и, конечно же, еще плюс сила тяжести m маленькая g вектор. Это все у нас должно быть нулевым вектором. Тогда давайте попробуем спроецировать на какие-нибудь оси. Здесь на самом деле будет проще всего, если я веду ось x и ось y в этих направлениях, и тогда мы на них все это возьмем, спроецируем. Так, давайте здесь это запишем. Пусть это будет наша ось y. И в направлении вправо у нас будет ось x. Проецируем. И что тогда получаем? Проекция на ось y. Но получается, у нас только силы n1 и n2 они будут вертикальны, и также сила тяжести также будет вертикальна, только направлена вниз. Значит, проекция только силы n1 и n2 не будет положительной. Это будет n1 плюс n2. И также минус сила тяжести маленькая g. Это будет 0. Отсюда я, во-первых, получаю, что у меня сумма сил n1 плюс n2, она у меня будет выражена как m маленькая на g. Прекрасно, это зафиксировали. Теперь давайте спроецируем все это на ось x. Проекция на ось x у меня будет только сила трения 1 и сила трения 2. Причем сила трения 2, ее проекция будет отрицательна, а у силы трения 1 проекция будет положительна. Поэтому тогда записываем, что это будет сила трения 1 и минус сила трения 2. Это будет равно нулю. И тогда отсюда я могу зафиксировать, что оказывается эти силы трения по модулю у меня будут одинаковые. То есть сила трения 1 будет равна силе трения 2. И давайте мы вместе с этим будем также обозначать не просто как сила трения 2, а как просто сила трения F. Вот, это хорошо. Ну и тогда, написав вот это соотношение, давайте подумаем что-нибудь еще. Что можно еще здесь попробовать записать? Ну сразу же, раз мы с вами поговорили про силу трения, то давайте во втором пунктике мы с вами запишем, что так как у нас все в покое, так как система в покое, то есть у нас нет никакого проскальзывания в покое, то для нашей силы трения будет выполнено следующее, что сила трения 1, она у нас будет меньше либо равна, чем μ на n1, верно? То есть у нас выполняется такое соотношение между силами трения. Это еще как называется закон Кулона-Мантона. И то же самое можно будет записать для силы трения 2. То есть F2 у нас будет меньше либо равна, чем μ на n2. И, видимо, нам нужно будет проанализировать именно это, потому что это будет выполняться в случае покоя. Про силу трения поговорили, что еще приходит в голову? Конечно, записать второй условие равновесия, то есть, наверное, найти какую-нибудь связь между данными силами из правил моментов. Поэтому давайте мы с вами запишем второе условие равновесия. Второе условие равновесия. Второе условие равновесия. Равновесия. По второму условию равновесия у нас будет выполнено правило моментов. Причем давайте также запишем, что мы будем это писать для всей системы. То есть для системы вот это как раз то, что я здесь и указал.
Что это будет? Это будет наше правило моментов, то есть сумма моментов сил, вращающих ваше тело по часовой стрелочке, будет равняться сумме моментов сил, вращающих ваше тело по часовой стрелочке. Но это, конечно, должно быть выполнено относительно какой-то точки, то есть относительно какого-то полюса. Давайте попробуем здесь где-нибудь выбрать этот полюс. Ну, удобнее всего выбирать тот полюс, где мы с вами будем убивать как можно больше сил. Конечно, вот логично было бы здесь вот эту точку выбрать, да? У нас сила тяжести, сила трения 2, сила трения 1, она бы убилась, если мы с вами выбрали вот эту точку. Потому что здесь все линии действия силы, они пересекаются. Но, так как, наверное, сила тяжести нам известна, а вот N1 и N2 нам неизвестны, и если мы с вами запишем относительную точку, мы с вами просто сразу получим соотношение между N1 и N2. А потом нужно будет еще пользоваться вот этим. То есть, не знаю, кажется, что типа ок, но на самом деле хотелось бы сразу получить соотношение между N2, либо силой тяжести, или N1 и силой тяжести, сразу между ними какую-то найти связь. Поэтому давайте попробуем лучше записать относительно самой правой точки, относительно нее. К примеру, давайте. Что если будет, если мы будем с вами записывать относительно правой точки, давайте ее тоже как-нибудь обозначу, точка А. Так, давайте мы тоже здесь обозначим, вот наша будет точка А. И пишем, что это будет верно относительно полюса А. Тогда записываем, кто у нас будет вращать относительно точки А нашу систему против часовой стрелочки. Против часовой стрелочки у нас будет вращать только сила тяжести, видите? Потому что сила трения 1, сила трения 2, они дают нулевые моменты сил относительно точки А, потому что их линия действия силы проходит через точку А. Значит, вот сюда, то есть в этом направлении, даже давайте вот сюда, вращает ваше тело только сила тяжести. Можно это будет записать, что момент сил против часовой стрелочки, это будет момент силы тяжести, m маленькая g. А по часовой стрелочке кто у нас вращает? По часовой стрелочке, то есть вот сюда у нас вращает только сила N1. Значит, будет момент силы N1. Ну и тогда остается взять и расписать каждый из этих моментов сил и получить наше соотношение. Так, ну давайте попробуем. Что тогда? Тогда, как наше выражение будет выглядывать? Ну, момент силы тяжести. Давайте я проведу здесь линию действия силы тяжести. И опущу перпендикулярно с точки А на эту линию действия силы. Вот наша будет линия действия силы тяжести. Проводим. И значит, вот это расстояние у нас будет являться плечом нашей силы тяжести. Можно это расстояние также обозначить как D1. Окей? У нас остается здесь как-нибудь его выразить. Но смотрите, что мы с вами видим? Мы видим, что здесь у нас будет уголочек гамма. Правильно? Потому что это две параллельные прямые, это секущие. Окей, и при этом мы еще с вами знаем, что... Давайте я скажу, что у нас здесь будет посерединке высота h. Пускай? Пускай. Вот тоже каким-нибудь цветом это попробуем здесь отобразить. То есть пусть вот это у нас будет высота h. H маленькая. Что тогда? Тогда, так как сила тяжести у нас располагается, ну или идет из центра нашей весомой части, то есть из весомой опоры, можно это тоже как-нибудь здесь обозначить, что здесь у нас будет расстояние одинаковое, что с этим, то тогда мы получаем, что если я проведу вот такую горизонтальную линию через силу тяжести, она у нас будет являться средней линией. Ну или что то же самое, мы получаем, что здесь у нас будет высота как h пополам. H маленькая пополам. Вот. Это можно попробовать также доказать из подобия этих двух треугольников, потому что у них уголочки все будут одинаковые, что и здесь, и здесь. И при этом, так как здесь у вас сторона будет в 2 раза меньше, чем эта сторона, значит и высота, конечно, будет в 2 раза меньше, чем исходная высота. Вот. Тогда я получаю, что наша D1 из данного рисунка будет выражаться как h пополам на тангенс гамма. То есть будет h пополам на тангенс уголка гамма. Ну и тогда подставляем. То есть момент сил, вращающих против часовой стрелочки, это будет m маленькая g на h пополам на тангенс гамма. И это будет равняться моментам сил, вращающих ваше тело по часовой стрелочке относительно точки А. Так, ну что у нас будет происходить с моментом силы N1? Для этого нам опять нужно изобразить линию действия силы нашей силы N1. Изображаем. И тогда получаем, что вот это уже расстояние, даже не знаю, каким бы это цветом, давайте, ладно, вот это расстояние. Вот, и это расстояние, это у нас будет расстояние D2. Правильно? И вот это расстояние D2 можно будет найти из вот этого всего треугольника. Вспомним, что здесь-то у нас здесь прямой угол,
Поэтому D2 у нас будет складываться из нескольких частей. Первый кусочек и второй кусочек. Первый кусочек и второй кусочек. Вот он. Тын-тын. Это первый, это второй. Это первый, это второй. Это первый, это второй. Угу. Как выражается первый? Из этого прямоугольного треугольника это будет H на тангенс бета. Поэтому D2 можно будет записать как H маленькая на тангенс бета. Плюс вот этот второй кусочек. Второй кусочек выражается как h маленькая на тангенс гамма. То есть плюс h маленькая на тангенс уголка гамма. Вот другое дело. И тогда это берем, подставляем в момент сил N1. Значит, это будет произведение силы N1. На h маленькое мы можем вынести. А здесь будет сумма тангенсов. То есть тангенс бета плюс тангенс гамма. Прекрасно. Тогда мы с вами видим, что h маленькое у нас благополучно уходит. Это очень-очень хорошо. И тогда давайте вместе с этим мы еще с вами вспомним вот это соотношение, что тангенс гамма равен 2 тангенса бета. Наверное, это к чему-то нас хорошему и красивому приведет. Так, ну и получаем, что m маленькая g помноженное на тангенс гамма пополам. Это у меня будет выражено каким образом? Это будет n1 помноженное на тангенс гамма. У нас выражено как 2 тангенса бета, да? Наверное, нужно было тангенс гамма заменить. Ну, ладно. Давайте я пока-то сначала просто перепишу, а потом заменю. То есть получается, что тангенс бета плюс тангенс гамма. И теперь это заменяем. Тангенс гамма. То есть я-то получаю. Это будет m маленькая g на 2 тангенса бета, деленное пополам. И здесь будет выражено как n1 умножить на что? Тангенс бета мы оставляем. И плюс 2 тангенса бета. 2 тангенса бета. Вот, получается, здесь у нас будет 3 тангенса бета, а здесь у нас двоечка сокращается. Так, это у нас будет 3 тангенса бета. А значит, у нас один тангенс бета, он сокращается. И я тогда получаю, что оказывается у меня mg будет выражено как 3n1. Верно? Но отсюда я могу уже получить наше выражение для силы n1. То есть сила n1 будет выражена как mg на 1/3. Все, вот мы с вами выразили нормальную составляющую силы реакции опоры, действующую на нашу легкую опору. Ну и вместе с этим можно будет легко уже определить силу N2. Это давайте мы посмотрим сюда. Потому что ведь отсюда можно будет выразить, что сила N2 это будет сила тяжести mg минус сила N1. Поэтому вместе с этим можно будет сразу тоже записать. Даже давайте вот сразу вот так вот сделаю как некоторые следствия. Что сила N2 чему будет равна? Ну, как видите, это mg минус n1. То есть mg минус 1/3 mg, значит, это будет 2/3 mg. 2/3 mg. Это еще раз следует вот отсюда. n1 у нас выражено как mg натрий. mg минус mg натрий, конечно, будет выражено как 2/3 mg. Отлично. То есть силы n1 и n2 мы с вами нашли. Это очень-очень-очень хорошо. И, наверное, отсюда уже можно что-нибудь допоиграться с силами трения. Но на самом деле нам не хватит. То есть, окей, силы трения здесь одинаковые. Ну, меньше равны, чем μ и так далее. Но силы трения, с другой стороны, тоже нужно как-то выразить, правильно? Потому что если просто мы напишем, ну, сила трения у нас меньше, чем μ на 2/3 mg и меньше, чем μ на 1/3 mg. Ну, хорошо. И чё? И что это нам дает? Нам нужно еще выразить как раз-таки из покоя наше значение самой силы трения. Вот это значение силы трения. Видимо, здесь нужно будет уже чем-то поиграться. А вот из того, что мы уже с вами выразили, уже никак не найдешь. И даже если вы будете писать уже какие-то здесь условия равновесия, то есть вот это второе условие равновесия, правило моментов еще относительно каких-то точек, нет, не сработает. Уже один раз записали, все. Это вам уже говорит, что все, баста карапузики, готово. Второй раз уже не пройдет. Поэтому здесь уже нужно думать. И вот как раз в этом будет задача олимпиадная. Даже финал России 9 класса. И поэтому здесь нам нужно будет подумать. И вспомнить, что оказывается у нас здесь легкая опора. То есть ее масса равна нулю. И при этом на нее будет действовать на самом деле только две силы. Вы такие скажете, две силы трения и N1? Нет. Это сила со стороны как раз массивной части и суммарная сила реакции опоры. То есть сила трения 1 плюс N1. То есть у нас будет две силы. Вот эта сила Q и сила F отсюда. И в чем прикол? Если у вас легкая опора,
то, как вы помните, у вас получается, что эти силы, они должны смотреть вдоль этой легкой палочки. Вдоль нее. Никак не по-другому. И тогда давайте мы с вами сейчас про эту легкую опору отдельно немножко поговорим. Даже давайте это попробую здесь это выделить. Тын, тын, тын. Так, что можно будет поговорить про легкую опору? Смотрите, это можно будет назвать как некоторая вкратце теория. Theory. Смотрите, в чем прикол? Если у вас, например, есть некоторое твердое тело, вот давайте рассмотрим как раз-таки эту палочку. Правильно? Правильно? И вот, например, нам будет известно, что на нее будет действовать только две силы. Действует только две силы. Две силы. F1 вектор и F2 вектор. Что тогда? Тогда, во-первых, так как у вас масса палочки равна нулю, то если вы, например, запишете теорему движения центра масс, ну или, проще говоря, это второй закон Ньютона для нашей системы, то вы тогда должны будете получить первое, что нулевая масса помноженная на ускорение, это будет как раз сумма всех сил. То есть сила F1 вектор плюс сила F2 вектор. Но отсюда, как вы понимаете, у меня это будет нулевой вектор. То есть у меня получается сумма всех сил должна быть равна нулю. Это во-первых. А второе, в чем будет прикол? А второе, на самом деле, у вас будет также выполнено правило моментов. Вы такие, стоит. Почему это правило моментов должно быть выполнено? А вдруг мне эта палочка как-то здесь двигается, вращается? А без разницы. Пусть даже она как-то с ускорением будет двигаться. Без разницы. Реально, без разницы. Потому что что будет тогда выполнено? Тогда смотрите. Второе. Как бы это записать? Есть такая вещь, как уравнение динамики вращательного движения для твердого тела. И оно выглядит как? Ну, давайте я здесь в упрощенном виде. Если что, здесь не кидайтесь камнями, не говорите, что «Ой, уравнение динамики вращательного движения выглядит совсем сложнее, там нужно момент импульса и так далее, там нужно момент инерции и еще вводить всякие оси». Тихо. Конечно, знаем. Но давайте здесь немножко так упрощенно. На словах, окей? Чтобы было просто понятно. Если вкратце писать, то это будет сумма моментов сил, вращающих ваше тело по часовой стрелочке, минус сумма моментов сил, вращающих ваше тело по часовой стрелочке. Это будет на самом деле выражено как некоторый коэффициент, как момент инерции вашего тела, помноженное на угловое ускорение, то есть на скорость изменения вашей угловой скорости. И что важно здесь запомнить, что вот эта масса, ну или вот этот момент инерции И, он у нас на самом деле прямо пропорционален массе. Ну, например, если я возьму какой-нибудь диск, и его буду вращать относительно его центра, вот так вот, брать и буду вращать, то тогда момент инерции будет выражен как 1/2 mr в квадрате, где r это будет радиус нашего диска. Но что очень важно, этот момент инерции всегда у нас прямо пропорционален массе. То есть он как бы отвечает за то, как у вас тело отвечает на инерцию при вращении. И логично, конечно, если себе так подумать, чем больше у вас масса вашего тела, тем сложнее его как-то вращать. Это как раз коэффициент здесь и показывает. Чем меньше масса, тем проще вращать это тело. И поэтому получается, что если у вас масса равна нулю, если масса будет равна нулю, то ведь тогда мы с вами получаем, что момент инерции, он будет на самом деле тоже равен нулю. Вот такой интересный момент. Ну а следовательно, у вас будет выполнено правило моментов, то есть сумма моментов сил, вращающих ваше тело по часовой стрелочке, будет равняться сумме моментов сил, вращающих ваше тело по часовой стрелочке. Это также будет выполнено. Вот такой интересный момент. Кстати, вместе с этим отмечу, только здесь давайте устно, если у вас угловая скорость также со временем не будет меняться, то есть если ваше тело будет вращаться с постоянной угловой скоростью, то опять-таки этот коэффициентик будет равен нулю, и у вас будет также выполняться правило моментов. Уяснили? То есть, оказывается, у вас правило моментов также выполнено для тел, которые вращаются с постоянной угловой скоростью. Или же, если угловая скорость равна нулю, то есть равна константе, то эта штука будет равна нулю, потому что у вас угловая скорость никак не будет меняться. Но здесь мы первоначально давайте будем делать внимание на нулевую массу, то есть масса нулевая. Поэтому как бы тело наше твердое не двигалось, момент инерции будет равен нулю, значит будет выполнено правило моментов. Окей? Окей. И тогда давайте думать,
как мы тогда должны расставить вот эти силы F1 и F2, которые будут действовать на края, например, нашей палочки, так, чтобы у нас вот эти два условия, они выполнялись. Но смотрите, давайте представим первый вариант действия сил. То есть, например, я хочу, чтобы мои силы, они были компенсированы. И, например, у меня будет действовать сила F1 вектор сюда, то, чтобы сумма сил равнялась нулю, то, наверное, у меня F2 вектор должна смотреть сюда. Верно? Но тогда возникает некоторый трабл. Ведь, окей, это выполнено. Верно? А второе условие будет ли выполнено? Давайте посмотрим. Давайте возьму некоторый полюс, как вот здесь вот. Также давайте мы его с вами здесь укажем. То есть пусть здесь будет, например, наш центр О. Вот этот полюс. Если что, я могу брать здесь, здесь, да где захотите. Вот вообще где захотите. Да хоть здесь. Просто я выбрал здесь. Вот. Тогда мы с вами смотрим. Сумму моментов сил вращаешь ваше тело по часовой стрелочке. То есть в этом направлении. Кто вас будет вращать? В этом направлении. Также давайте мы укажем. Это будет сила F2 и сила F1. Значит, вот этот момент сил у нас будет не нулевой. А прочасовая стрелочка в этом направлении. У нас никто не вращает, правильно? Значит, это будет 0. То есть у вас получается 0 будет равен чему-то. Фигово. Не подходит. То есть получается, оказывается, вот это направление сил у нас неправильное. Это направление неправильное. А что же тогда делать? А тогда появляется мысль, что, может быть, тогда силы должны смотреть в одну сторону. То есть давайте попробуем вот так указать. Раз и два. То есть сюда у меня должна смотреть сила F1, а сюда у меня должна смотреть сила F2. Ну все, ведь тогда у меня правило моментов относительно точки О будет выполняться, правильно? То есть сюда, сюда. Если при этом центр О у меня будет являться центром данной палочки. Но опять, если, например, вы выберете точку О вот здесь, то, может быть, здесь навряд ли это будет, кстати, выполнено. Но самое, что ключевое будет не выполнено, это первое условие. Разве у вас здесь сумма сил равна нулю? Ну нет. У нас сила F1 и F2 не смотрят в одну сторону, поэтому, конечно, их сумма она будет совсем не нулевой. И опять тогда вот это первое не будет выполнено. Поэтому давайте зачеркнем и этот случай. Он нам также не будет подходить. А что тогда остается? А тогда остается только один единственный момент. Когда у вас сила будет направлена только вдоль вашей палочки. Вдоль вашей палочки. Либо так, либо же так. Ну, давайте один из этих примеров мы с вами рассмотрим, например, вот сюда. То есть, если сила F1 будет смотреть сюда, и сюда будет смотреть сила F2, то, как вы понимаете, эти силы, они будут, во-первых, равны по модулю, потому что у вас сумма сил должна быть равна нулю. А во-вторых, правило моментов, конечно, будет выполнено, причем относительно любой точки, какую вы здесь не выберете. Окей? Поэтому, ребят, запомните, если у вас будет какая-нибудь палочка, масса которой равна нулю, и на нее будет действовать только две силы, ребята, еще раз, только две. Вот у меня два пальца, ну или два маркера, ребят, два. Запомнили? Два. Это два. Или что бывает там в дневнике ставить за русский язык. Ну, ребят, поэтому тогда у нас будет выполнено, что они должны смотреть ровно вдоль нашей палочки. Все, уяснили? Уяснили. Ну и также это может быть, что они будут смотреть внаружи. То есть вот как-нибудь вот так. Либо вот так, либо вот так. Все, и теперь давайте как раз-таки вот этим мы с вами будем здесь пользоваться. То есть давайте попробуем изобразить, во-первых, силу, действующую со стороны весомой палочки. И также мы еще должны с вами понять, а куда же будет направлена сила реакции опоры. Вот давайте попробуем это здесь изобразить красным цветом. Давайте, во-первых, мы с вами понимаем, что наша весомая палочка должна действовать тогда на нашу легкую опору вдоль этой легкой опоры. То есть вот она будет сила F-вектор, которая будет действовать на нашу легкую опору. Кстати, на весомую палочку будет действовать сила, направленная противоположная этой силе F, то есть направленная вот сюда. Окей. А вот сумма силы трения и N1 это будет суммарная сила реакции опоры. И поэтому эта суммарная сила реакции опоры должна смотреть ровно вдоль палочки. Ровно вдоль палочки. Это будет наша сила Q-вектор. Давайте силу Q1 вектор обозначу. Поэтому я и показываю, что у вас будет действовать на вашу палочку только две силы. Это сила F и сила Q1. Сила F и сила Q1. Сила F и сила Q1. Их две. И поэтому они должны быть направлены ровно вдоль этой палочки. Тогда мы с вами, во-первых, получим соотношение между силой трения и силой N1 через силу Q, которая направлена вдоль палочки. А во-вторых, мы с вами знаем направление силы F. И тогда отсюда уже с легкостью решится наша задача. Понятно? Здесь, кстати, напишите плюсик в комментариях. И вот особенно можете прокомментировать вот этот момент с этой палочкой. Знали ли вы вот этот факт? И как вам по ощущению вот этот факт? Ну реально неожиданный. Очень крутой, очень интересный. Тогда давайте я вначале вот это все сотру. И мы с вами уже наконец-то запишем первое условие равновесия для первой палочки. Также
Учтем здесь этот треугольничек и получим уже наш ответ. Ну и теперь мы с вами почистили доску, и давайте тогда продолжим наше решение. Я также здесь указал то, что мы с вами уже нашли. И теперь давайте воспользуемся вот этими моментами. Поэтому пишем, я не помню какой пунктик, давайте напишем пунктик 4. И пишем, так как опора легкая, и на нее действует только две силы, и на нее действует только две силы, две силы. Это что за силы? Это получается сила Q1 вектор, равная силе N1 вектор плюс сила трения 1. Здесь сразу вам напомню, что именно сила Q1 является силой реакции опоры. N1 это будет нормальная составляющая силы реакции опоры. Q1 это сила реакции опоры, это нормальная составляющая силы реакции опоры. Так, это получается первое. А второе, это как раз сила F вектор. Тогда данные силы направлены вдоль нашей палочки. Данные силы направлены вдоль опоры, вдоль данной опоры. Ну и как вы понимаете, давайте чуть-чуть так поясним. То есть напишем, что так как силы должны быть скомпенсированы, и при этом должно выполняться правило моментов. Должно выполняться правило моментов. Все, вот мы с вами пояснили, почему они должны быть направлены вдоль нашего стержня, кстати, направлены друг к другу. Это как раз сумма сил должна быть равна нулю. И тогда остается пользоваться этими плодами, поэтому давайте вместе с этим мы с вами запишем пунктик А, пунктик Б был, давайте в пунктике 5. Давайте первое. Что мы с вами можем понять? Из первого давайте мы запишем первый слой равновесия для данной палочки, и тогда мы сможем с вами выразить нашу силу F. Потому что сила F, если мы будем проецировать на ось Y, это будет F на косинус бета, а если силу Q будем проецировать на ось Y, это будет сила N1. А N1 мы с вами знаем. Все, кайф, мы тогда с вами найдем силу F. Давайте запишем первый слой равновесия. Первое условие равновесия для легкой палочки. Для легкой опоры. Можно написать как второй закон Ньютона, что захотите. Получаем, что у нас сила F вектор плюс сила трения 1 вектор плюс сила на 1 вектор, это должно быть нулевой вектор. Это будет 0 вектор. Давайте также здесь отмечу, что это будет наша сила Q вектор. Ну, Q1 вектор. Тогда берем, проецируем это все на ось Y. И получаем проекцию на ось Y. Сила N1 дает не нулевую проекцию, значит будет сила N1. Проекция силы F на ось Y, это будет минус F на косинус бета. То есть будет минус F на косинус бета. Это будет все 0. Отсюда я тогда получаю, что оказывается у меня F, это будет N1, деленное на косинус угла бета. Давайте поставим сюда наше значение для силы N1, это будет mg, деленное на 3 косинуса бета. Все. На самом деле, на этом наша задача решена. Нам остается только поставить здесь численный ответ в силу F, но для этого мы с вами вспомним, что бета нам известен как 20 градусов. Верно? Ну и тогда, если вы на калькуляторе посчитаете, чему будет равен косинус 20 градусов, то вы получите, что тогда сила F, она будет примерно равна как 71 ньютону. Все, силу F мы с вами выразили. Ну а тогда в пунктике 6 давайте еще мы с вами воспользуемся вот этим моментом, что сила Q1 должна смотреть вдоль нашей палочки.
Что тогда? Тогда я изображаю нашу палочку. Вот здесь будет наша опора. Так, изображаем нашу силу Q1. Она должна смотреть вдоль нашей палочки. Вот она будет сила Q1. И она же будет раскладываться в силу трения и нормально составляющую силу реакции опоры. Кстати, сила трения это будет касательная составляющая силы реакции опоры. Ну, потому что она правильно здесь по касательной к нашей опоре. Так, и здесь не хватает силы N1. И что очень важного здесь мы можем себе зафиксировать, что, как видите, у нас уголочек между легкой опорой и вертикалью это уголочек бета. Значит, давайте мы здесь это и подставим. То есть здесь у нас будет уголочек бета. Ну и указав, что в данном случае у нас будет уголочек бета, мы давайте с вами вспомним, чему будет равен тангенс бета. По определению тангенс бета определяется как противолежащий катету силы трения к прилежащему катету той силе N1. Поэтому давайте мы с вами запишем, что это будет сила трения 1. Но вместе с этим мы с вами вспомним, что сила трения 1 по модулю выражена как просто F-тыр. Поэтому давайте я здесь напишу просто F-тыр. И делю на силу N1. Тогда наша F-тыр, она будет, оказывается, определяться как тангенс бета помножить на N1. А это будет 1/3 mg. 1/3 mg. Великолепно. Вот мы с вами выразили значение для силы трения. И зная теперь вот это значение, зная вот это неравенство, что сила трения должна быть меньше равна, чем μn1 и μn2, мы уже наконец с вами получим минимальный наш коэффициент трения, при котором возникнет проскальзывание. Но для начала мне придется чуть-чуть здесь все постирать. Ну что, теперь почистили нашу доску. И давайте запишем пунктик 7. И запишем, что нам теперь будет известно. Нам будет известно, что сила трения, во-первых, у нас выражена как тангенс бета помножить на 1/3 mg. Ну или давайте запишем 1/3 на тангенс бета и помножить на m маленькое g. Это первое, что мы с вами уже нашли. Потом мы с вами знаем, что сила трения, ну то есть сила трения 1 равна силе трения. Сила трения должна быть меньше либо равна, чем μn1, а также должна быть меньше либо равна, чем μn2. И давайте это мы здесь и зафиксируем. То есть F-тыр меньше либо равна, чем μn1. И F-тыр у нас меньше либо равна, чем μn2. И при этом, даже давайте здесь я добавлю, что n1, она выражена как 1/2 n2 и выражена как 1/3 mg. Что мы тогда с вами видим? И если мы здесь с вами смотрим вот эту системку, то мы с вами видим, с одной стороны, сила трения должна быть меньше, чем μn1, а с другой стороны, меньше, чем μn2. Но это же будет выражено как 2 μn1. Значит, из этой системы мы с вами получаем, что сила трения должна быть просто меньше либо равна, чем μn1. Потому что если она меньше либо равна, чем μn1, то она 100% будет меньше либо равна, чем μn2. Потому что n2-то у нас в 2 раза больше, чем n1. Но это во-первых. Это первая мысль. Это если из математики следует. А если из логики, то что это нам обозначает из физики? У вас μn1 меньше, чем μn2, правильно? А значит, когда ваша сила трения, она будет потихонечку увеличиваться, ну или наша, может быть, m, она будет все больше, 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 к примеру, то что у вас тогда будет? Тогда у вас получается, где начнется проскальзывание? Начнется проскальзывание здесь. Потому что вы раньше достигнете именно значения μn1. Значит, здесь начнется проскальзывание. То есть здесь вы начнете проскальзывать. А только потом здесь. Потому что вы раньше достигнете именно значения μn1, которое здесь, чем μn2. Поэтому, конечно, будет резоннее рассматривать вот это неравенство. Ну и поэтому из системы мы с вами получаем, что, во-первых, ну, мы уже с вами получили, что сила трения у нас выражена как 1/3 тангенса бета mg, а с другой стороны сила трения должна быть меньше либо равна, чем что? Чем μn1, потому что этого нам уже хватит, чтобы она была меньше либо равна, чем 2 μn1. То есть чем меньше, чем μ, а n1 это будет 1/3 mg умножить на 1/3 mg. Но тогда подставляем наше значение силы трения вот сюда и получаем, то есть тогда у нас получается следующее, что 1/3 mg помножить на тангенс бета должна быть меньше либо равна, чем μ на 1/3 mg. Треть mg. То есть мы тогда с вами видим, что оказывается у нас 1/3 mg до свидания, 1/3 mg до свидания. А значит получается, чтобы у нас проскальзывания не было, коэффициент трения μ обязан быть больше либо равный, чем тангенс бета. То есть при таких μ проскальзывания нет. При таких
При таких μ проскальзывания нет. Проскальзывания нет. То есть все μ, которые будут больше, чем данный тангенс, они будут обозначать, что проскальзывания нет. А значит, какой минимальный μ нам будет соответствовать, чтобы проскальзывания не было? Правильно, тангенс бета. То есть тогда μ минимальный, он просто будет равен тангенсу бета. Все. И остается тогда посчитать, чему будет равен тангенс угла 20 градусов. Для этого давайте я немножко сейчас калькулятором воспользуюсь. Все, калькулятором я воспользовался, поэтому тангенс 20 градусов будет примерно равен 0,36. Все, это наш будет финальный ответ. Тогда остается нам записать слово «ответ». Ответ. Первое. Сила F у нас будет выражена как? Где это у нас было? МЖ делен на 3 косинуса бета. На 3 косинуса бета. А численность будет 71 ньютон. А коэффициент трения μ, минимальный, при котором еще проскальзывания не будет, он будет равен тангенсу бета. Ну и с другой стороны, μ минимальный будет равен 0,36. Все. Теперь мы с вами задачу полностью решили, все моменты проговорили, и, как я считаю, было очень-очень мощно. И заодно, если ты также хочешь жестко шарить в любых задачах на механику и спокойно также на изи решать, вот, например, такие задачи или любые другие задачи с финала России, с МОШа, то присоединяйся ко мне на мою олимпиадную смену Ньютон, которая пройдет уже в этом июне. Ссылочка будет в описании, так что до встречи на вебах. И заодно, если ты сдаешь ЕГЭ по физике в этом году, то присоединяйся на мой супер интенсив флэш, чтобы интенсивно заботать все необходимые темы и все повторить к ЕГЭ, чтобы высокий балл был в твоем кармане. А теперь всем счастья, мира, добра, любви, пусть у вас будет прекрасно, конечно, волшебно. Пока-пока.